Плющенко возвращается с мощнейшим составом на первенстве России. Главные надежды российского фигурного катания сразятся за путевки на юниорский чемпионат мира. Пока члены взрослой сборной России готовятся к главному старту четырехлетия, юным фигуристам предстоит выяснить отношения на национальном первенстве в Саранске и разделить путевки на чемпионат мира. По зрелищности этот турнир вряд ли уступит чемпионату страны в Петербурге, так как на арену выйдут лучшие ученицы Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Захватывающее противостояние двух школ продолжится на юниорском уровне. Вот только теперь преимущество на стороне двукратного олимпийского чемпиона. Евгений возвращается на первенство России с мощнейшим составом, конкурировать с которым будет сложно даже сильнейшей юниорке хрустального Софьи Акатьевой. Спасет ли фигуристка лучшего тренера мира от поражения? Лучшая юниорка Тутберидзе снова в игре. В преддверии Олимпиады первенства России, может, несколько теряет в статусе, но никак не в зрелищности происходящего. На турнире ожидается множество интриг, главной из которых станет возрождение противостояния Плющенко и Тутберидзе на юниорском уровне. Честь хрустального в Саранске будет отстаивать талантливая Аделия Петросян. Фигуристка, до недавнего времени не радовавшая элементами ультра-си, уже успела войти в историю, исполнив в соревновательном прокате 2 чистых четверных Ридбергера. На национальном первенстве в Санкт-Петербурге Аделия на равных боролась с сильнейшими фигуристками страны и выглядела на их фоне вполне конкурентоспособной. Девушка безупречно исполнила свои программы и остановилась в шаге от пьедестала. Так что шансы на победу у нее велики. Тем не менее главным фаворитом турнира остается Софья Акатьева. Лучшая юниорка Тутберидзе возвращается в игру после обидного пропуска взрослого чемпионата России. Туда спортсменка не смогла отобраться из-за возрастных ограничений. Но теперь Акатьева сможет доказать, что равных ей просто нет. Соня владеет сложнейшим контентом. В короткой программе она демонстрирует каскад тройной аксель плюс тройной тулуп, а в произвольной к сольному тройному акселю прибавляет 3 четверных сальхов и 2 тулупа в комбинации с другими прыжками. Хороша Акатьева и во второй оценке. Артистизм и отличное владение коньком стабильно приносят ей высокие баллы. Если фигуристка подойдет к старту в оптимальной форме, то составить ей достойную конкуренцию смогут лишь немногие. Ученица Плющенко защитит свою честь. Бросить вызов Акатьевой под силу Софьи Самоделкиной. Подопечная Сергея Давыдова реабилитировалась за непопадание в финал юниорского гран-при, который позже был отменен, и выдала шикарные прокаты в Петербурге. В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель, а в произвольной четверной лутц, четверной сальхов, двойной тулуп и четверной сальхов, ойлер, тройной сальхов, но из-за технических огрехов немного уступила конкуренткам. Тем не менее 5-е место на дебютном чемпионате России – это серьезная заявка. Софья с ее россыпью квадов вполне способна взобраться на вершину пьедестала. Постараются подвинуть ее учениц Тутберидзе воспитанницы Академии Ангелы Плющенко. В первенстве России примут участие Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Вероника Жилина и Софья Титова. Евгений возвращается с невероятно мощным составом. Особенно интересно, как проявит себя Муравьева. Фигуристка наверняка захочет поквитаться с судьями за унизительный штраф в короткой программе на чемпионате России и защитить свою честь. В короткой программе спортсменка уверенно обходила действующую чемпионку мира Анну Щербакову благодаря чистому исполнению тройного акселя, но впоследствии оказалась ниже из-за отнятого за перекат балла. Причем известие об этом настигло Соню уже после окончания соревнований и вряд ли ее обрадовало. В Саранске Муравьева постарается забыть старые обиды и доказать, что ее успех на чемпионате России не был случайностью. С нетерпением любители фигурного катания ждут на льду и Веронику Жилину с Софьей Титовой. Вероника пропускала старты из-за травмы, но теперь готова побороться за лидерство в юниорской сборной. В начале года она показывала очень хорошие результаты, опровергая теорию, что Плющенко загубил ей карьеру.
Любопытно, справилась ли она с психологическими проблемами, или нервы снова подведут ее в самый ответственный момент. Что же касается Титовой, то ей представится возможность испытать себя на прочность среди опытных соперниц. На тренировках Соня исполняла тройной аксель и четверной сальхов, так что списывать ее со счетов точно не стоит. Евгений везет на первенство России сразу 4 мощных учениц. Кажется, на этот раз преимущество на его стороне. Облегчает Плющенко задачу и то, что тренеры «Хрустального» сейчас вовсю готовят Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову к Олимпиаде в Пекине, а юниорки в этом сезоне для них – не приоритет. В отличие от Евгения, у которого не осталось ни одной взрослой ученицы. В такой ситуации подопечные Плющенко могут устроить сенсацию, прервав гегемонию учениц Тутберидзе, длящуюся на первенствах России уже 7 лет. Причем, помимо медалей, фигуристки из «Ангелов» готовы захватить и путевки на юниорский чемпионат мира. Захватывающая конкуренция у мужчин. Не менее плотная конкуренция будет и у юношей. Илья Яблоков, Владислав Дикиджи, Андрей Анисимов, Федор Зонов – эти имена уже хорошо известны публике. Каждый из них способен показать мощное катание и зацепиться за пьедестал. Тем не менее наибольшие шансы взять золото у Артема Ковалева. Бывший ученик Плющенко, самый опытный из участников, а его контент – один из сложнейших, однако из-за высокого роста Артем не всегда справляется с многооборотными прыжками. В отличие от него, невероятно стабилен Кирилл Сарновский, представляющий Академию «Ангелы» Плющенко. Фигурист отказался от исполнения четверных прыжков на соревнованиях, но это не сильно ему мешает. За счет артистичных выступлений Кирилл нередко оказывается очень высоко. Его дебют на чемпионате России был очень достойным. Перешедший в начале года к Плющенко Егор Рухин успешными выступлениями давно не радовал, но все может измениться на турнире в Саранске. А вот в «Хрустальном» ставка делается на Николая Колесникова. Фигурист дебютирует на первенстве России в 12 лет. Коля приземляет в прокатах по 3 четверных, так что его появление может спутать соперникам все карты.